Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поделимся самой актуальной информацией на 2 декабря 2021 года. Поговорим о народном празднике, который сегодня чтили наши предки, почему именно в этот день просили у святого достатка, прибыли и благополучия в свою жизнь. Также обязательно сегодня протрите стол на кухне и скажите определенные магические слова, которые также помогут вам привлечь и открыть дороги к денежному достатку и благополучию. Также поговорим о том, что можно, что нельзя делать в этот день и, конечно, как всегда, лунный календарь. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, народный календарь на 2 декабря. Итак, сегодня 2 декабря отмечают День Авдия Родителя. В этот день христиане вспоминают пророка Авдия, который в народе считался защитником семейного благополучия, домашнего хозяйства. Также его назвали еще родителем. Благодаря этому святому вы можете в этот день попросить о достатке в своем доме и в своей жизни. А вот православная церковь почитает сегодня память пророка Авдия, который был родом из села Вифарама, расположенного недалеко от Сихема, и его имя в переводе с еврейского означало «слуга народа». Бытовало сегодня в народе суеверие, что 2 декабря на Авдия нечисть пытается зайти в дом через двери или окна. А чтобы этого не произошло, крестьяне стучали обухом топора по рамам окон и косякам дверей. Затем топорик клали под стол, за которым собиралась вся семья. Если же в доме была беременная женщина или малыш, то такой топор подкладывали под кровать или люльку. Таким образом оберегали их от порчи и нечистой силы. Хозяева не забывали и о домашней скотине. Несколько раз обходили хлев и топором рубили входную дверь. Такой ритуал являлся оберегом от нападения хищников и сглаза. Если 2 декабря умирал тут кто-то из членов семьи, то под гроб клали топор, который считалось, что таким образом защищает покойника от происков упырей. Затем этот топорик закапывали вместе с усопшим. Из избы в день Авдия не выходили без надобности, боялись беснующуюся на улице нечисть. Поэтому все сидели дома, печку топили и отвары травяные пили с медом, а также готовили вкусный тыквенный пирог, в который клали изюм, орехи. Женщины вязали, шили, ткали, а мужчины мастерили в этот момент что-то. Существовало поверье, что на Авдия нечистая сила может проникнуть в пустую посуду, и когда человек будет есть или пить, веселиться, в него вселится вместе с пищей. Поэтому 2 декабря, перед тем, как брать что-то в рот, трижды крестили и еду, и себя. Если же были в доме треснутые миски или чашки, то их разбивали, осколки собирали в холщовый мешок, а на следующий день несли их куда подальше. По народным приметам считалось, что в такой посуде живет нечисть, и если осколки оставить, то выгнать злобных духов из дома будет невозможно. Рожденные на Авдия обладают веселым и легким характером, со всеми трудностями справляются без проблем. Они хорошие чтецы. Эти люди являются очень хорошими хозяевами, у которых в доме царит покой и уют. Они всегда готовы прийти на помощь к ближнему своему, но им следует носить цитрин. Конечно же, 2 декабря были и приметы, которые запрещали что-либо делать. И согласно старинным народным приметам и запретам, главное, что нельзя было делать 2 декабря, в день Авдия, это ссориться с родственниками.
Считалось в народе, что святой пророк Авдий, являющийся покровителем семейного счастья и домашнего хозяйства, может за ругань между родными сильно наказать. Поругавшихся разлучит на какое-то время и нашлет на них тоску. Если же муж с женой поругаются в день Авдия 2 декабря, то в скором будущем могут и вовсе навсегда расстаться. А чтобы этого не произошло, 2 декабря нужно держать не только эмоции под контролем, но и недобрые мысли. Если же вдруг не получается выбросить из головы, то необходимо умыться или же сбрызнуть волосы святой водой. Нельзя было 2 декабря держать окна и форточки открытыми, так как в них может залететь нечистая сила. Наши предки в день Авдия старались изгнать нечисть из дома, стуча обухом топора по рамам и косякам дверей. В современном мире топор можно заменить веником, но перед этим следует промыть его под проточной водой и дать обязательно высохнуть. Не стоило 2 декабря ходить и по гостям. Сегодняшний день нужно провести в семейном кругу, тогда темные силы не смогут вмешаться и рассорить родных людей. А в случае, когда отказаться от приглашения в гости невозможно, надо обязательно по возвращению домой постоять у входной двери и трижды сплюнуть через левое плечо. Считается, что таким образом можно избавиться от всего плохого, то есть в чужом жилище, и не занести его домой. 2 декабря нельзя выкидывать остатки еды после ужина. Их надо обязательно раздать или нуждающимся, или животным. Тот же, кто это не сделает, сам скоро останется без хлеба и денег, будет весь в долгах и проблемах. Не разрешалось в день Авдия пить любой напиток, кроме травяного чая с медом. Такое сочетание защитит от лихорадок, бессонниц и других болезней и неприятностей. Только помните, что перед тем, как приступать к питью, надо обязательно поблагодарить Всевышнего за такие дары, как мед и травы. Нельзя было и 2 декабря встречаться с врагами и недоброжелателями, потому что общение с ними может привлечь в вашу жизнь неприятности, горести и болезни. Также обязательно 2 декабря, в день святого Авдия, скажите эти магические слова, и уже через 3 дня денежные дела начнут меняться в лучшую сторону. Итак, как же это правильно сделать? 2 декабря в любое время, главное, чтобы вы были в хорошем настроении, сказать следующие слова. На святого Авдия молитву читаю, о богатстве вопрошаю. Пусть как слова мои искренне льются, так и кошелек деньгами наполнится. Аминь. И если вы просили искренне у святого Авдия, то через 3 дня ваша финансовая ситуация быстро начнет меняться в лучшую сторону. И также сегодня, 2 декабря, обязательно протрите стол на кухне, ваш обеденный стол, и скажите следующие слова. Все неприятности водою смыты, добротой мы пропитаны. Удача, радость с нами, деньги увеличиваются, прибыль приумножается. Да будет так. Вот, друзья, у нас вот такой вот день по народным приметам 2 декабря. А далее у нас с вами лунный календарь на 2 декабря 2021 года. Сегодня у нас с вами 27 и 28 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. И этот день очень сильно связан с проявлением интуиции. Вы интуитивно сегодня можете получать всевозможные сокровенные знания. Также сегодняшний день дает нам множество неожиданных открытий. Сегодня возможны как прозрения, так и озарения. Неожиданно может быть найден выход из трудной ситуации, которая давно не дает вам покоя. Но это будет при условии, что если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. Еще это день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг.
в этот день, сам этот день по себе достаточно хороший, но он отличается, к сожалению, дефицитом энергии. Поэтому так важно сегодня акцентировать свое внимание только на самых важных делах и отмести от себя прочь все лишнее и ненужное. Идеальным вариантом станут всевозможные духовные практики, которые помогут достичь внутреннего равновесия и гармонии. Лучше сегодня расслабиться. Любое напряжение сил сегодня не принесет вам пользы. Сегодня могут обостриться и интуитивные способности, так что будьте готовы к зашифрованному потоку информации. Умейте видеть знаки и правильно их истолковывать. Откровения могут быть вам сегодня очень полезны в дальнейшем. Кроме внешних источников информации, задействуйте обязательно и свои внутренние ресурсы. Прислушайтесь к собственному внутреннему голосу, который сегодня будет подсказывать вам правильные решения. Это поможет вам найти выход из многих ситуаций, которые раньше казались вам тупиковыми. Луна в знаке зодиака Скорпион, а это значит дает нам возможность находить правильный путь, искать свои способы и принципы, а также научиться отвечать за других и себя самого. Повзрослеть разумно, избавиться от различных стрессовых ситуаций и уметь брать на себя ответственность. Такое время благоприятно для налоговых служб, полиции, а также для объединения с фирмами и людьми. Луна в знаке зодиака Скорпион помогает наложить печать страсти на все, что у людей имеется в планах и мыслях. Характерна основательность для всех видов деятельности. В такой период будет повышен интерес к различным таинствам, к мистикам и запретам. Обычно в такое время накалена обстановка. Для того, чтобы устроить скандал, достаточно всего лишь минимального повода. Хорошее настроение людям поднимут сегодня легкий флирт и яркие вещи. Ну а чтобы день сегодня прошел удачно, следует обязательно поддерживать себя в легком и в радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений. В этот день следует быть ближе к родным и близким людям. Также хорошо путешествовать, сажать цветы, работать в огороде, а также познавать мир с неожиданных сторон. Обращаем ваше внимание, что 2 декабря и этот день тесно связан с водой, поэтому удачными будут все морские путешествия. Что же касательно стрижки волос, то этот день принесет вам удачу и красоту, но только в том случае, если вы запланировали визит в парикмахерскую заранее. Стрижки будут долго сохранять форму, а здоровье волос будет только улучшаться. Наращивание и оздоровительные процедуры сегодня благоприятны, однако стоит придерживаться только привычных и проверенных методов. Натуральная длина и густота ваших волос придаст естественный вид вашему стилю и привнесет гармонию в жизнь. Если, несмотря ни на что, душа просит чего-то нового, сделайте, например, новый макияж или укладку. Не потеряйте счет времени, сегодня очень многое нужно успеть. Что же касательно окрашивания волос, то радикальное окрашивание волос естественными тонами притянет к вам энергию богатства и здоровья. Что же касательно самой прически, то красивая и необычная укладка волос привлечет жизненную энергию. День этот наделен максимальной активностью и вас однозначно сегодня потянет на всевозможные подвиги. Обращаем ваше внимание, что сегодня, 2 декабря, как можно меньше смотритесь в зеркало. Если возможно, то лучше обойдитесь вообще без него. Вот такой, друзья, у нас с вами лунный календарь на 2 декабря 2021 года.